На днях в центре всероссийского скандала оказался депутат Верховного Совета Хакасии Александр Пащенко. В одном из районных чатов житель хакасского города Саяногорск пожаловался на стаи бродячих собак и нелестно отозвался о депутатах. Пащенко ответил жителю так. «Ты, родной, решил, раз я депутат, значит, на задних лапках буду прыгать и терпеть быдлячье отношение к себе? Ты одно забыл или не знал. Я депутатом пришел не с высших партийных школ, а прямиком с фронта, где за такие слова обнуляют». Событие вызвало резонанс и породило 3 типа дискуссий. Во-первых, об агрессивных бродячих животных в российских городах, которые регулярно нападают на людей, особенно на детей. Во-вторых, начались споры о том, кто проявил большее хамство – комментатор из Саяногорска или ответивший ему депутат. На эту тему записал отдельное видео и сам Пащенко. Я не буду сейчас оправдываться или извиняться. И не сейчас, и потом не буду. То есть я считаю, что я сделал все правильно. Я разговаривал с человеком на понятном ему языке. Я разговаривал с человеком на том языке, на котором он попытался со мной поговорить. 3-й тип дискуссии о том, действительно ли депутат побывал на войне. Люди изучают военную фотографию Пащенко, ищут нестыковки. Мол, да разве может быть у настоящего российского военнослужащего китайская рация без функции шифрования связи, устаревший штык-нож на поясе и древний брезентовый подсумок для автоматных магазинов? Это довольно нелепый вопрос. В ряде регионов России военных ровно так и экипируют, а что-то более пригодное к использованию солдаты и офицеры покупают сами. При этом никто не обсуждает, казалось бы, главного. Представитель «Единой России», как нечто само собой разумеющееся, упомянул обнуление на фронте, то есть бессудные убийства российских солдат своими же командирами. Мы недавно обсуждали резонансное расследование «Верстки», вышедшее под названием «Обнулители». Издание представило и картотеку этих обнулителей. Сейчас там 101 человек. У кого-то уже известно полное имя, звание и должность. У некоторых пока только позывные. Это один из самых важных журналистских проектов за время войны. Но не единственный в своем роде. Такой работой занимаются еще издания «Астра» и «Вот так». По-своему подходят к данной теме и Z-Telegram. Так вот, сегодня обо всем этом мы и поговорим. Только перед тем, как начнем, напомню. По ссылке в описании вы найдете способы, как можно обойти блокировки YouTube, WhatsApp и Telegram в России совершенно бесплатно. Спонсирует это дело MaxSwap, компания, выпускающая карты, с помощью которых криптовалютой можно расплачиваться за границей, как обычными евро или долларами. Российская журналистка Ирина Новик, которую неделю назад объявили иноагенткой, запустила в октябре проект под названием «Армия преступников». На сайте издания «Вот так» составляется свой реестр российских командиров, которые совершают тяжкие уголовные преступления против подчиненных. От присвоения себе денежного довольствия и выплат до истязаний и убийств. Сейчас в этом реестре 50 человек. Присутствует в нем и легендарный полковник Игорь Пузик, по фамилии которого возникло понятие «пузиковщина». Он стал знаменит в сентябре 24-го. Его поведение пообещал проверить лично министр обороны Белоусов. А вот телеведущий Соловьев провел целую информационную кампанию в поддержку настоящего русского офицера. В чем преуспел? Никаких санкций в отношении прославившегося на всю страну командира полка так и не последовало. Заткнись, мразь, и сдохни. Ты не понимаешь ничего про Красную Армию, ее доблестных бойцов. Вы, вот многие, устраиваете истерику, там не бывая и ни черта не зная, и пытаетесь потом поднять наверх, а потом тихо слезаете с темы, как вы, которые оскорбляли злого, настоящего русского офицера, героически себя проявившего с Мариуполя и до сегодняшнего дня воюющего много лет, и поднимая на щит подонков, которые, да, погибли, но смерть их сделала мертвыми, она их не сделала правыми. Однако время не стоит на месте. И спустя год то, что делал Пузик, выглядит уже мелким и несущественным в сравнении с тем, что делают его коллеги. Его обвиняют в торговле наркотиками и военной амуницией, а также в опосредованном убийстве подчиненных. Неугодных он ссылал в заведомо гибельные штурмы. Но его не обвиняют, этого Пузика, ни в расстрелах, ни в забивании солдат насмерть, ни в изощренных пытках. Что по меркам дня сегодняшнего уже и не так плохо. Ничего выдающегося типа.
Поэтому, в отличие от изданий «Вот так», Верстка даже не стала добавлять этого пузика в свою картотеку обнулителей. В реестре на сайте «Вот так» среди 50 командиров сразу 5 из 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которая стала на этой войне бесперебойным поставщиком новостей про вымогательство денег, подпольные тюрьмы, пытки, добивание раненых и убийства с особой жестокостью. Вероятно, вы слышали про расправу над Расселом Бентли. Уроженец Техаса добровольцем воевал за ДНР и работал на информагентство «Спутник», которое возглавляет Маргарита Симоньян. Его жестоко убили как раз военнослужащие 5-й бригады. Характерно, что за убийство американца сразу 3 военных пошли под суд. Однако зверства по отношению к мобилизованным и контрактникам из России и ЛДНР не привлекают особого внимания российских правоохранителей. Какая-то проверка там была инициирована лишь в августе 25-го, когда в течение 1 недели в бригаде бесследно исчезли аж 2 командира батальонов. В том числе заслуживший уважение и популярность в Z-среде майор Юрий Бурлаков, он же Седой. Его вызвало к себе начальство, после чего Седова больше никто не видел. Обычно комбаты сами выступают обнулителями, а вот чтобы целого майора обнулило вышестоящее командование, ситуация пока не типичная. Впрочем, в октябре ультрапровоенное издание «Царьград» написало, никаких результатов проверка не дала, и уточнила, майор Бурлаков не 2-й, а 3-й комбат, таинственно пропавший в 5-й бригаде за короткое время. 5-я бригада – фигурант нескольких расследований издания «Астра». От похищения и убийства тяжело больного учителя музыки Владимира Фролова до организации пыточных подвалов в заброшенной шахте. Их сами военные прозвали концлагерем. Телеведущая Соловьев Лайв Анастасия Кашеварова летом писала вот так. Как же она задолбала, эта бригада. Постоянно там происходит беззаконие, люди там пропадают бесследно. У меня целый доклад по этой бригаде. Я столько людей оттуда спасла, а сколько не спасла. Однако Кашеварова доклад свой так и не опубликовала. Более того, этим же летом Владимир Соловьев и его сетка провели информационную кампанию по обелению командования 5-й бригады. Как соловьевская подчиненная, Кашеварова приняла участие в этой кампании. Кампания была инициирована, когда по телеграм-каналам слишком широко разошлось видео с ранеными на костылях, которых, по их словам, гнали в самоубийственный штурм. Вот эти люди должны были сегодня ехать на штурм на вот этой вот машине. Я Кукунов Владимир Сергеевич, позывной «Кабан». Я Семенченко Олег Владимирович, позывной «Сема». Я Ладыка Сергей Валерьевич, позывной «Рэм». Я Савельев Артем Николаевич, позывной «Сава». Соловьев назвал видеообращение раненых провокацией, которую организовал против своей же бригады младший командир Евгений Пак, мол, предатель, вредитель и уголовник. Пак же записал видео, где заявил, что Соловьев лично дружит с командиром 5-й бригады, полковником Рамилем Фасхуддиновым, и поэтому взялся его отмазывать. Как ранее, отмазал полковников Пузика и Ксенофонтова, а также все командование 132-й бригады. Это я уже добавил от себя. Фасхуддинов, кстати, фигурирует как в картотеке Верстки, так и в реестре «Вот так». Смотрите, вот Фасхуддинович, блядь. вот этот вот Мамай, он сейчас командует бригадой примерно 5 или там, по-моему, 5 месяцев. Вот как он вступил в эти обязанности, с того времени по сегодняшний день погибло примерно около 2000 человек. 2000 человек, когда он стал командовать. Кашеварова же, которая заслужила репутацию системного правдоруба, написала довольно противоречивый пост, где главный посыл такой, цитирую: «Бойцов, мол, в 5-й бригаде действительно не лечили, но в штурм не отправляли». С гораздо большей однозначностью Кашеварова рассказывает про генерал-майора Марата Аспанова, командира 6-й мотострелковой дивизии с позывным «Гюрза». Вот недавно мне ДВКРщики рассказали, что в одном из подразделений свои же вымогали деньги, в подвалах держали, забрали все карты. Опять, как только начинается расследование, всех напередок резко. Вот, и там уже ты не подкопаешься.
Но у нас же есть история и Гюрзы, это вот где своих же убивали. На момент записи интервью с Кашеваровой тот уже стал фигурантом уголовного дела. Предположительно, среди пунктов обвинения есть незаконное лишение свободы, убийство 2 и более лиц с особой жестокостью, группы лиц с целью скрыть другое преступление. Его случай редкий пример. Офицер-обнулитель не оказался другом Соловьева и вдруг пошел под суд. Может быть, его подвела наглость, вопиющая даже по меркам российского офицерского корпуса. Позывной «Гюрза» исторически связан с ветераном Первой Чеченской войны Алексеем Ефентьевым, который был 4-жды представлен к званию Героя России. Присвоить себе его позывной уже не по армейским понятиям, тем более под этим именем пытать и убивать своих солдат. На моем канале есть несколько выпусков, в которых мы исследовали открытые источники. Например, мы говорили об убийстве Вадима Зинковича в 132-й бригаде, о предполагаемом убийстве Дмитрия Галеты в 7-й. Во втором случае наша редакция нашла, среди прочего, такую информацию. В 7-й бригаде военнослужащих расстреливают и сбрасывают в реку Северский Донец. Чем занимаются в том числе командиры батальонов с позывными «Белый» и «Сумрак», а также их заместители. Ровно то же самое на основании уже совсем другого источника сообщает в своем расследовании и Верстка. Уверен, что таких пересечений могло быть и больше, но за исключением 7-й бригады наш канал и издание Верстка изучали совсем разные соединения российской армии. И это само по себе страшно. Истребление российских мужчин в российских полках, бригадах и дивизиях стало явлением столь массовым, что каждая независимая медиа может выбрать по несколько воинских частей, писать про них и не повторять публикации коллег. Под истреблением в данном случае можно понимать как намеренные убийства солдат своими же командирами, так и непрерывные мясные штурмы на протяжении уже нескольких лет. Напомню, кстати, что понятие «мясной штурм» ввела не либеральная пресса. Это термин Z-военкоров и военблогеров. Весной мы делали выпуск, посвященный 30-й бригаде из Самарской области. К нам обратился отец одного из пропавших без вести солдат. И тогда мы были потрясены числом пропавших людей в этой, на первый взгляд, неприметной бригаде. Летом издание «Верстка» выпустило материал о 15-й бригаде с неофициальным названием «Черные гусары». Бригада эта 3-жды сменила состав. В ней на тот момент погибли 12 тысяч человек. Для сравнения, вся советская армия за 10 лет войны в Афганистане потеряла убитыми 15 тысяч. 15-я бригада, кстати, тоже из Самарской области. Даже в границах одного региона мы с Версткой рассказали о 2 мясных бригадах и не повторили друг друга. Между тем, в среде провоенных спикеров сейчас наблюдается некоторое воодушевление. Для ВСУ сложилась критическая ситуация в Покровске и в примыкающем к нему Мирнограде. О скором падении этих городов все писали еще год назад. В прошлом октябре мы рассказывали, каким Покровск был до войны, русскоязычный донбасский город во главе с мэром-антимайданщиком. Сами исходили из того, что не сегодня-завтра он будет захвачен. Теперь прошло больше года, а битва в самом разгаре, и неизвестно, сколько она продлится – несколько дней или несколько месяцев. На протяжении этого времени Россия будет терять свой самый дефицитный актив – мужчин трудоспособного возраста, приобретая взамен заминированный строительный мусор, плюс какое-то количество отказавшихся от эвакуации пенсионеров, если те смогут выжить в подвалах и погребах. И больше ничего. Потом все то же самое повторится в следующем населенном пункте. И так километр за километром. Офицеры-обнулители не могут не видеть. Война бессмысленна. У нее нет никакой цели. Отсутствует даже примерное представление о том, что можно считать победой. У них априори нет никакой амбиции победить. Всякий старший и высший офицер в любой армии мира учится профессиональному цинизму, учится воспринимать солдат не как людей, а как ресурс для достижения цели. Иначе он просто не сможет командовать. Но вот что происходит, когда цинизм есть, а цели нет? Именно то, что случилось с армией России. Разложение. Глобально для нее нет никакой разницы, убить людей об Марьинку, Селидово или Покровск. Все они расположены на расстоянии суточного марш-броска пешком. В масштабах войны российская армия годами топчется на одном месте, а личный состав не нужен командующим как ресурс для победы, ведь ее нет даже в воображении, никакой победы вообще тут быть не может. Имея в своем распоряжении 3-4 тысячи рублевых миллионеров, каждому отдельно взятому командиру бригады интереснее просто стрясти с них денег. В каком-то смысле для комбрига и нет более
не знаю, рационального, что ли, решения, чем выстроить систему, где подчиненные будут сегодня покупать у него право проснуться живыми завтра. Систему, где солдат или платит, или гарантированно гибнет, а убьют его или в мясном штурме руками ВСУ, или запытают до смерти свои же. Так это уже вопрос технический. Условия должны быть настолько невыносимыми, чтобы откупиться для солдата было счастьем. Хочешь жить – плати. Но и то без гарантий. Бригада же не может бездействовать. Штурмовать села и посадки все равно кому-то надо. Поэтому на фронте нельзя купить жизнь насовсем. Только шанс продлить ее на какое-то время. Как по подписке. А выйти оттуда никак нельзя. Если ты не депутат-единорос, конечно, с особыми условиями службы. Возвращение домой для тебя вообще не предусмотрено. Даже с военной инвалидностью зачастую не соскочить. Костыли в руки и вперед на штурм. Для бойца единственная альтернатива – самому встроиться в систему в роли обнулителя. Ведь каждому командиру, сколько бы раз он не сгубил одну и ту же бригаду, нужен постоянный личный состав. Персонально преданные ему люди, которые должны выстроенную систему обслуживать. В Телеграм периодически утекают видео с ошеломительно жестокими расправами над бойцами, как будто те не в своей части находятся, а угодили в плен к дикарям или хорватским усташам времен Второй мировой. Зверства, записанные на видео, становятся доказательством абсолютной лояльности командиру. Никто из палачей не хочет однажды оказаться на месте своих жертв, в безнадежном штурме, в яме или на дне Северского Донца, поэтому и усердствуют. Самое жуткое для российского общества, что по итогам войны именно среди обнулителей окажется наивысшая выживаемость. Такие потом будут рассказывать о долге, подвигах и воинской славе. Россия пока что еще далека от осознания, что сотворила с людьми в соседней стране, в особенности с людьми на Донбассе. Некоторые из городов не терпели подобного опустошения даже в 40-е. Но важно, чтобы Россия как можно скорее осмыслила, что она творит в первую очередь сама с собой, и остановилась. Материалы изданий «Верстка», «Вот так» и «Астры» очень важны. Ну и мы будем работать на этом канале для российской аудитории. До завтра.